Всем привет! Мне в руки попали необычные кроссовки Exotic Half-Life от Puma. Коллекция осень-зима 2021 года. Сделаны они во Вьетнаме. Предлагаю разобрать само название, потому что речь здесь идет именно о подошве. Exotic. Здесь идет намек на то, что это ауксетик, материал, который при воздействии на него усилия, например, растяжение, становится не тоньше в средней части, а наоборот толще, сильнее. Half-Life в переводе означает полжизни. Соответственно, я думаю, здесь идет интерпретация к тому, что эта технология идет только на половину подошвы. Также, что еще интересного, первая модель с этой технологией была выпущена в 2020 году, и она была названа Calibrate. Там она идет по всему периметру подошвы, и разработаны они именно для бега. Наш же образец на видео, или моделька будет правильнее назвать, она больше для повседневной размеренной носки. Я не рекомендовал бы вам в них бегать, только если вам, скажем так, очень захочется, ну и то, все же лучше пускай на не длительные и не длинные дистанции. На внутренней стороне мы можем увидеть Exotic Puma Future Lab, Design in Boston. То есть, по сути, это медиалаборатория Массачусетского исследовательского института, к которому Puma обратилась, чтобы разработать, создать эту технологию, создать, скажем так, совместный коллаб. И они таким образом выбрали именно Sample 5, если верить ролику на YouTube, именно рекламному. То есть дизайн идет восьмерочек, горизонтальных, вертикальных. Или, на мой взгляд, они еще напоминают гантельки. Еще из интересного то, что подошва очень похожа, скажем так, как будто она сделана на 3D принтере, но по факту же она сделана не из пластика, это идет именно пена. Пена какая-то, я думаю, с примесью, возможно, той же эвы, с добавлением каких-то веществ, там, образно говоря, не знаю точно, полиуретана и прочих, для прочности, и при этом, чтобы она не теряла свойств, была достаточно мягкая, не только благодаря полостям, но а также своим свойствам. Если мы рассмотрим дизайн верха, то он мне напоминает кроссовки в стиле 90-х, или же, ну, сами знаете, на что они немножечко, скажем так, похожи, и довольно имеют интересный силуэт, благодаря подошве они, скажем так, достаточно высокие, и расцветку здесь подобрали тоже достаточно классную. В нашем случае это бело-черно-зеленый вариант, где белый преобладает. Также есть еще черно-зеленый, там больше темные тона, понятно, но вот белый, конечно же, смотрится ярко классно, но стоит учесть, что вот эта вот сеточка, скорее всего, она будет убиваться достаточно быстро. По материалам здесь идет 65% текстиль, это сеточка, язычок, 25% полиуретан, причем он идет здесь из двух частей, непрозрачный и прозрачный, в форме таких как бы овалов, каких-то кратеров. Эко-кожа — это вот эта вот текстильная часть, которая немножечко похожа на замшу. И атласный такой текстиль, ну не совсем атласный, просто такой текстиль, плотный, эластичный, и также брендинг. Язычок здесь достаточно мягкий. Из необычного то, что эко-вставочка идет также на союзке. Шнурки продеваются также в такой шнурочек, который здесь прострочен вверх именно между сеткой. Есть вопросы по надежности, так как при большом усилии возможно, ну, понятное дело, что если постараться, можно что угодно порвать, сломать, но в данном случае я бы не рисковал прям сильно затягивать, потому что все же, я думаю, конструкция не настолько сильна. Кроссовки в целом имеют такие овальные какие-то формы, элементы, выглядят довольно футуристично, на мой взгляд. Имеется петелька, которая тоже здесь из необычной такой вот формы. На язычке тоже полиуретан добавлен, вот такой вот овальненький, в форме капельки. Подошва выступает так именно с внешней стороны над материалом. Внутренняя часть достаточно стандартная. Здесь мы можем увидеть стелечку с названием технологии. Она здесь довольно пористая, но при этом это не soft foam, она более плотная и, скажем так, менее мягкая. Но здесь же акцент идет именно на саму подошву, поэтому здесь стелька не должна играть большой роли. Но при этом она здесь как бонус тоже есть, и не скажу, что она самая обыкновенная. Прожимается тоже какую-то мягкость и амортизацию она дает. Внутренняя часть с ярлычком, это 42 размер, 27 сантиметров. Наполнена, и в целом внутренняя часть достаточно стандартная, ничем не блещет. Мы можем увидеть маркировку на основной стельке, которая прошита средненько. Бывали модельки и покачественнее прошиты, но это не влияет на эксплуатацию.
Также воротничок и сам вот этот вот арка вся, она сделана средне наполнена. Не скажу, что самые мягкие, самые плотные, самый обычный текстиль, который позволяет фиксировать ногу, ну, в моем случае ниже среднего, возможно, кому-то этого будет хватать. И, конечно же, самое интересное — это подошва. Начнем с подметки, аутсоли. Она здесь таких овалов, кругов, волнистостей, достаточно плотненькая и толстая, не скажу, что она самая тонкая. Можно увидеть соединение и шильдик Xetic, проклеенный на самой подошве. Проверим на прожимистость. Вот здесь такой моментик, что я не скажу, что она легко прожимается. Под весом, да, это срабатывает, пальцами не так-то легко это сделать. Но все же эффект и реакция есть, и это уже хорошо, на мой взгляд. В передней части здесь идет Pro Foam Light, это пена от Puma, достаточно уже давненько используется, проверенная временем. Она достаточно мягкая, это тот же Evo с добавлением каких-то там примесей, добавок. И хорошо себя зарекомендовала. Единственное, что могут со временем оставаться такие полосочки, как бы зажимы. Мне нравится также вот эта вот капелька, которая нанесена сверху на подошву. Я только вот не совсем понимаю, это единое целое или все же это проклеечка. Но смотрится достаточно классно, и при этом, возможно, опять же таки, возможно, я не чувствую, но может это выполняет какую-то свою функцию в плане там какой-то небольшой поддержки. Самое время примерить. Вот еще стоит обратить внимание, что язычок такой очень мягкий, и при этом он так, скажем так, жмякается очень. Но в то же время, соответственно, он будет более комфортен, лучше принимать форму ноги, и он имеет здесь интересную форму. Что единственное, скажем так, или к чему у меня претензии, это именно носок. Он выглядит слишком просто. Во-первых, видно палец, при том, что у меня есть небольшой запас спереди, и смотрится простенько. Вот спереди можно было бы какую-то еще накладочку там в носке добавить, или какие-то элементы. Они достаточно заостренные получились, из-за этого как бы палец и торчит. Но при этом, что хочу отметить, по самому дизайну они достаточно высокие, опять же таки, очень мне напоминают они кроссовочки, такие себе аккулятор, белые акулы. Вот это, мне кажется, самая такая лучшая характеристика их дизайна. В мягкости они обычные кроссовки, я не скажу, что они твердые или они там чересчур мягкие, они обычные, и на этом как бы все. Вот минус только в том, что мне не хватает фиксации в пятке. На многих кроссовках это происходит, там, возможно, из-за размера, но меньше мне некомфортно уже. То есть в этих палец уперся по высоте, я это чувствую. Ну а затягивать сильно я их не буду, потому что это будет во вред комфорту. И по субъективному моему мнению, все же эта петелька, не петелька, а шнурочек, через который продеваются нормальные толстые шнурки, не хотелось бы его подвергать сильным нагрузкам. Также сеточка, то, что видно палец, и то, что белый цвет в данном случае, тоже достаточно марка, но при этом она должна быть достаточно прочная, достаточно ноская, вентилируемая, потому что там все-таки идет второй слой, но он пропускает воздух и больше среднего, особенно в носке и по бокам, и это уже очень хорошо. По положительным, то есть плюс в том, что дизайн очень такой необычный, классный. Ну как необычный, здесь есть классные элементы, на которых сделан большой акцент. Технология, именно то, что новшество, и вы покупаете кроссовки, по сути становитесь испытателями, развиваете все вот эти вот фишки новые. Потом они достаточно вентилируемые, это тоже большой плюс, кроме того, что имеют интересный хороший дизайн. Подойдут под многие вещи, опять же таки, но правда не в этих цветах, стоит учесть, что casual здесь, я думаю, не пахнет. Вот такой вот получился обзорчик, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, буду рад любой вашей активности, а я погнал снимать видео дальше.